Как найти идеальные точки входа по обычному индикатору RSI, протестировать их на всей истории торгов, показать достойный профит от 5% в месяц, и в этом нам поможет сегодня 3 скрипта. Первый скрипт – это торговая стратегия, в которой мы настроим take profit и stop-loss, объем первого ордера. Она визуализирует все сделки на графике, соответственно, и покажет нам более детальную статистику на всей истории торгов по месячно и по годам. Вот. Второй скрипт – это оптимизатор, в котором мы, собственно говоря, будем оптимизировать параметры трейд профита и стоп-лосса в первом этапе оптимизации, и во втором этапе оптимизации будем настраивать внутренние параметры появления сигналов на индикаторе RSI Signal. С этим индикатором вы можете ознакомиться в моем профиле. Вот, он открыт, бесплатен, можете добавить, протестировать, посмотреть, как он работает. И сегодняшний наш подопытный – это будет Oil Brand, нефть на capital.com. Итак, давайте с вами начинать. В первую очередь, в целом у меня уже торговая стратегия настроена. Вот, у меня получается 100% от депозита в каждой сделке будет вход. Вот, take profit 10%, stop-loss 3%, это пока такие промежуточные значения, которые я определил. RSI Signal у нас коннектор сигнал, вот, приходит он, соответственно, вот эти вот сигналы от индикатора приходят в торговую стратегию, и они уже обрабатываются с торговой стратегией. Вот, сигнал указали, RSI Signal Connector. Дальше нам надо стоп-лосс от entry point, от точки входа, и take profit также от entry point, от точки входа. Значит, торговую стратегию мы с вами настроили, и давайте переходить, собственно говоря, к оптимизатору. Оптимизатор нам необходимо первично настроить. Вот он сейчас сброшен по умолчанию, настройки всего по умолчанию сброшены. Итак, направление у нас длинное long будет, Signal Mode внешний источник сигнала, и выбираем RSI Signal Connector. 25 тысяч баров, у меня доступно 20 тысяч баров, и мы укладываемся как раз во всю историю торгов данного актива. Вот, сортировать будем по профиту, количество комбинаций 10 будет в таблице, может меньше, если будет меньше. Закрывать последнюю сделку нам не обязательно, вот, чтобы не портить статистику в таком подходе, когда мы оптимизируем take profit и stop-loss. Соответственно, капитал $1000, проскальзывание 0 у нас будет, плечо десяток, комиссия. Единственное, что комиссию я поставлю здесь чуть меньше, вот 33. Это я уже тестировал эту пару, как бы, и вот этот вот показатель комиссии у нас как раз четко бьется с уровнем торговой стратегии профита. Вот, liquidation level 15, он нам здесь не понадобится, у нас есть четкий фиксированный стоп-лосс, поэтому ликвидация у нас в целом здесь не может наступить только при огромной затяжной череде стоп-лоссов, как бы такие комбинации мы рассматривать даже не будем. Здесь ставим 0, количество страховочных ордеров, убираем шаг страховочных ордеров, мультиплеер, мартингейл. Это нам не нужны. Эти показатели здесь ставим от 5 до 15 шагом 0,5. Шагом 0,5. И здесь стоп-лосс from entry point от 3, давайте до 10 шагом 0,2 ставим. То есть это такие привычные настройки, чтобы нам здесь еще объем первого ордера ставим 100%, чтобы нам протестировать на текущей истории графика самые лучшие направления комбинаций. Вот. Далее, максимальный профит больше 50, просадка меньше 90, минимум до ликвидации больше 50 и максимальная длина сделки больше 150 win-rate. А здесь можно поставить, так как мы с вами оптимизируем take profit и stop-loss, но я пока не буду отсекать какие-то перспективные направления в оптимизации. Итак, мы настроили, первичную настройку провели, включаем оптимизатор. Вот. Сейчас переходим, собственно говоря, к RSI Signal, и здесь уже будем настраивать более детально. Во-первых, по моему опыту я отключаю Bollinger Bands и дивергенс сигналы для этой пары, вот, и оставляю сигналы только от средней скользящей. Вот, то есть, когда линия RSI пересекает среднюю скользящую снизу вверх, то, соответственно, приходит сигнал на покупку. Вот, и давайте с вами начинать. В целом, с чего мы начнем? В первую очередь нам необходимо настроить нижнюю границу для поступления buy-сигналов выше единицы, вот, и ниже давайте с вами определим как бы наиболее перспективные по профиту комбинации. Просто будем повышать, потому что по моему опыту здесь чем больше как бы верхняя граница, тем, соответственно, прибыльнее получаются результаты, прибыльнее получаются сигналы. Вот, и давайте будем с вами потихоньку двигаться вперед, смотреть параллельно за профитом, который у нас наибольше покажет 110,
Идем дальше. Такая ошибка у нас бывает. Переключаемся просто туда-обратно. 110, 128, 46, 47, 152. Ну, видим, что на увеличение идет. Так, 48, 200 уже больше. 49, 240, 243. Пока мы все увеличиваем и увеличиваем. Вот, уже меньше, да, 50 у нас было максимальное значение. Давайте протестируем еще до 55. Так, у нас не хочет 50. Ну, вот, 269, 52, 53, 259, 54, 54. Перезапускаем еще раз. 272 и 55, 305. Ну, дальше, я думаю, смысла нет подниматься. 305, 357. Есть даже смысл, да, подняться выше. 380, 446, 446, меньше. Да, меньше. Ну, вот смотрите, мы определили с вами 58, 446 профита. Вот, винрейт у нас, конечно, не сильно высокий, 31%, но при этом, как видите, take profit и стоп-лосс у нас соотношение 3 плюс, да. То есть, если take profit разделить на стоп-лосс, то будет 3 целых там с чем-то 33 сотых, да, примерно. Вот, это мы первый показатель оптимизировали, нижние границы RSI, при которой мы допускаем появление сигналов. И второй показатель, который я бы хотел оптимизировать, это, соответственно, длина самой скользящей средней. Как правило, здесь тоже идет на увеличение. И давайте стартанем где-то с 25. Вот, с 25 и посмотрим 425, да, оно чуть-чуть поменьше стало. Давайте чуть-чуть повысим. 393, 425 снова. 29, 425, 441, 31, 573. В целом неплохой показатель. Давайте еще посмотрим, есть ли что-то лучше. Есть ли что-то лучше? Ну, нет, видим, что у нас идет снижение. 31 оставляем. 31 оставляем, 573. Давайте здесь еще чуть-чуть подкорректируем нижнюю границу. Возможно, у нас получится больше. 594. 593. Вот, 637. Супер. Перебили. Ну, тут уже нет смысла идти. Вот. В целом я уже подбирал данные комбинации для данной пары. И вот как раз данная комбинация, где у нас длина средней скользящей равна 31, и, соответственно, нижняя граница по RSI 55, у нас показывает наилучший результат по профиту. И не только. Да. Давайте с вами обратимся к статистике. Да, за всю историю торгов видим, что у нас все года плюсовые, да, несмотря на то, что у нас есть убыточные месяцы. Вот, я в дальнейшем добавлю в свою торговую стратегию фильтр по месяцам, где будет показываться средняя по каждому месяцу, и в целом мы сможем отсекать убыточные месяцы, да, и, соответственно, у нас профит еще больше увеличится. Вот это будет в следующих обновлениях данной торговой стратегии. Вот, но на сейчас, собственно говоря, можем посмотреть текущие результаты. Давайте в таблице увеличим количество знаков до 2, да, чуть-чуть побольше, и посмотрим по текущим. Да, 637% профита мы заработали за всю историю торгов, начиная с 30.04.2017 года по нефти. Среднемесячный профит, вот, исходя из всей этой истории торгов с учетом сложного процента, у нас получается 6.29%, достойный результат, если честно, плюс-минус как приближаемся к крипте, да, вот, очень классный результат, и средний годовой профит 75.44. Давайте проверим в тестере стратегии, что у нас все действительно совпадает. 637%, да, видим 33% максимальная просадка средств, всего
сделок было 150 совершено. Вот, как видите, у нас процентов профитных сделок 35,33, да, небольшой, но за счет того, что у нас стоит профит в 3 раза больше, вот, мы, соответственно, в профите, вот, ну и можем посмотреть, как плавно у нас, соответственно, прирастал профит. И давайте сравним с покупкой и удержанием. Вот, покупка и удержание у нас, ну, соответственно, вообще даже рядом не стояла с нашей торговой стратегией. Видим, что плавный такой прирост, волнообразный, конечно, есть какие-то череды стоп-лоссов, которые, возможно, у нас где-то обнуляют предыдущие тейк-профиты, вот, но тем не менее, как бы видим, что у нас плавный прирост к капиталу есть. Вот. Опять же, как я сказал, в следующих обновлениях торговой стратегии добавлю фильтр по месяцам, вот, для того, чтобы мы смогли максимизировать прибыль. Ну и опять же, если составлять через дополнительные коннекторы, можно спокойно сюда добавить тот же, например, супертренд, чтобы сделки заключались только по тренду и избавиться от убыточных сделок, вот этих череды убыточных сделок тем, что просто фильтровать, когда мы, соответственно, в позитивном более тренде находимся. Вот. Таким образом, мы с вами сегодня протестировали нефть, oil brand, да, на, соответственно, все истории торгов, начиная с 30.04.2017, получили прекрасный профит от, соответственно, 6%, да, в месяц, вот, на все истории торгов с учетом сложного процента. Все года у нас закрылись в плюс, в хороший плюс где-то, да, где-то в маленький плюс. Вот единственный 2018 год был плюс 3,8%. Вот, а все остальные года показали больше 20%. Да. Вот первый год 20% нам показал, и 2024 плюс 21%. Мы видим, что у нас тут прям 5 месяцев подряд был убыток. При этом январь и март мы заработали достаточно весомый профит, вот, который в целом перекрыл нам весь убыток. Вот. Таким образом, мы с вами все задачи сегодня выполнили, разобрались пошагово, с пошаговым действием, как, соответственно, оптимизировать сигнал, как находить идеальные точки входа и, соответственно, делать это в балансе с тейк-профитом и стоп-лоссом. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, какие активы еще разобрать, под какие подобрать тейк-профит и стоп-лосс и с какими индикаторами можно поработать. Можете посмотреть в моем профиле. Вот, ко всем индикаторам есть коннекторы, которые подключаются к торговой стратегии. Всем спасибо за внимание, всем профита, пока-пока.